Зачем я путешествую? Задал мне вопрос Федор, едущий на прииск на работу бульдозеристом. Мне нравится, так ответил я ему. Нравится ходить по далеким, малолюдным, диким уголкам природы. Но ведь не только за этим я отправляюсь в путь. И я скорее иду за подвигом, за торжеством духа, за преодолением трудностей ради высокой цели. Ради того непознанного, во имя чего начинается и проходит жизнь человека. Дерево на Чукотке – это вообще невероятная вещь. Первое дерево, которое здесь встретилось, на многие сотни километров. В северо-восточной Чукотке нет деревьев. А вот мне повезло, на этом дереве я оставлю продовольственную заброску, от медведей спрячу. И пойду в кольцо на 80 километров по горам в ту сторону. И, надеюсь, поднимусь на гору недоступную. Здесь, на Пиктемиле, провалились под наледь и погибли 3 людей, которые ехали на вездеходе. Итак, я оставила на дереве мешки с продовольствием, лодку на всякий случай, а то тут внизу еврашки бегают всякие. Вот, и сейчас ухожу. Надеюсь, что за 5-6 дней ничего тут не пропадет. Итак, я на маршруте. Идти по горной тундре вот такое одно удовольствие. Легко. Когда хорошая погода, сухо, иду в ботинках. Можно проходить 5 километров в час. Легко. С нетяжелым рюкзаком. А вот и старая чукотская стоянка на берегу озера. Горы верховьев Пиктемиля, куда я пойду. Где-то там лежит пик Куваева. Но это после радиалки на горы недоступная. Вон в те горы. Мой путь будет лежать. Хорошо здесь идти вершинками. Далекий обзор открывается. Мне сейчас подниматься вот по тому ручью, там с перевальчиком озеро Ныгыдгын, где я хочу ночевать. Озеро Волчье. Вот какая тут наледь, еще не растаяла. На Чукотке гораздо проще путь, гораздо проще идти, чем, к примеру, на том же хребте Сантархаита в Якутии. Здесь нет таких изматывающих бродов, камни здесь уже окатаны, горы более сглаженные, выработанные ледниками. Так что, когда погода сухая, я вот иду в ботинках, даже болото. Можно по кочкам чуть-чуть проскакать в низинках и совсем не мочить ноги. Единственное, погода очень быстро может меняться. То холод, то жарко, то комары налетят, то сильный-сильный ветер. А сейчас вот ветерок в спину, комары немножко достают, но зато меня чуют медведи, если они тут есть. Мой запах до них доносится раньше, чем они меня увидят. Озеро Кытапкай. Кытапкай в переводе с чукотского – это сопочка, в реке под которой, подо льдом, можно ловить рыбу.
Не знаю, есть ли в этом озере рыба, я буду ловить ее попозже, в озере Нгыдгын. Перевальные озера, а мое озеро Волчье или Звериное, оно там за перевалом. А может быть, название сопки Кытепка идет от слова кытеп – горный баран. Полосато-пятнистые горы, синие дали. Что еще нужно путешественнику? Ну просто чудо из чудес, какие краски. Спускаюсь с перевала. Уже 10-й час, когда пасмурно на небе, то немножко кажется, что сумерки немножко наступают. А когда солнце, то тогда ночью светло совсем. Вот впереди показалось озеро Звериное или Волчье. Нгыдгын. Ну какие краски. Жалко, что сейчас освещение такое не яркое. Может быть, не доходя озера на зеленой полочке, там встану, чтобы поснимать при хорошем освещении. Вхожу в какую-то просто неземную, фантастическую долину, обрамленную горами. Чувствую себя здесь такой маленькой. Какие тут просторы необъятные. А вон оттуда я пришла. И никого. Моя стоянка здесь, в чистой тундре на берегу озера Нгыдгын. Облачность где-то на высоте 1100-1200 метров. А озеро само на высоте 600 с небольшим. Вот оно какое. И там круги идут. Видимо, здесь арктический голец водится. Вот такая красота, только вот солнышка нету пока. И вообще никого, только птички. Ну, медведи здесь, конечно, ходят, вот их следы, они здесь корешки какие-то рыли. Но ко мне пока не подходили. Хорошо здесь, на берегах этого безлюдного озера. Я стою здесь на дневку в ожидании хорошей погоды, чтобы идти на гору. До ее подножия отсюда около 16 километров через перевал. Гора недоступная – это тоже высокая цель и в прямом, и в переносном смысле. Но меня все же немного тяготит тот факт, что я пока отклоняюсь от главной цели, что я не прошла еще и километра на восток, к мысу Дежнева, встреч с солнцем. На улице непогода, подошли облака сюда. А у меня тут уют, кофеек сварился. Вот такая здесь сейчас система у меня, потому что газовые баллоны в Певеке можно купить только такие высокие. Да и вообще здесь ничего котки. Днем вот как при освещении солнца смотрится горы, а там вершины просто неприступные, скальные. Зуи. Вот первая добыча. Голец маленький. Вот такой у меня живописный костер из местных ив
И там вон голец и хариус. Уха будет. Погодка застыла в ожидании. Ну, наверное, все-таки к лучшему идет. Солнышко больше. Для меня сейчас главное сохранить потенциал. Не спешите хорошо питаться, чтобы на вторую часть маршрута выйти в отличной спортивной форме. Да, продуктов у меня полно. Вон еще ребята дорожные бригады подарили мне сухари. В общем, не жизнь у меня здесь, а настоящий санаторий. Надо продукты уничтожать быстрее, чтобы идти к главной цели, нам из Дежнева. Вот так здесь я останусь. В этом раю. Мишка ходил тут. Мишка небольшой. Не очень большой. В теплую солнечную погоду я покидаю этот райский уголок на берегу этого чудеснейшего озера. Наконец-то я выспалась и окончательно пришла в себя после тревожных дней ожидания машины на обочине безлюдной дороги в тундре Палеваама. Да, я отклоняюсь от главной цели, но разве можно пройти мимо такой красоты? Ведь для чего же еще я путешествую? И ради радости, ради красоты, которую хочу донести до людей. Мой путь лежит вон в тот распадок, где снежник, туда влево. Отсюда где-то 12 километров за перевалом начинается подъем, подступы к горе недоступной. Надеюсь сегодня дойти и, может быть, если погода улучшится, пойду на подъем. Дорога здесь очень хорошая. Такая каменистая тундра. Совершенно сухая, но я пока еще иду в сапогах, потому что будет переправа через ручей, а так здесь можно идти в ботинках. Отличная дорога, отличный путь. Удивительные здесь пейзажи посреди ровной, размытой равнины. Вот такой холм, выглаженный, как подводная лодка, тут лежит по размеру. И сопки торчат, прям их подножие от ровной плоскости начинается. А вон я иду оттуда. В том краю озера был лагерь. Меня тревожит предстоящее восхождение. Никаких точных описаний подъема на гору недоступную я не нашла. Юра Копасев поднимался на нее весной по снегу. Это совсем другое дело. Но его слова успокаивали меня. «Дойдешь!» – звучал в ушах его уверенно спокойный голос. «Дойдешь!» Вот каменюка. А там вон какие пики. Круче. Дубья. Ручей кончился. Начался снежник. Вот он здесь. Могут быть провалы около русла. Надо аккуратно, где пожестче, идти с краешку, чтобы не проваливаться. А то тут... Не, нормально, здесь не проваливается. Я поднялась почти к перевалу, а виды такие, что и не отличишь, то ли Чукотка, то ли хребет Санторхейта в Якутии. Ветра на Чукотке, ого-го, слезу выбивают, будь здоров. Сейчас еще чуть-чуть подстихнет ветерок, но иногда порывы очень сильные. Хожу уже к перевалу, сейчас там будет озеро, и оттуда уже
Пойду вниз. К озерам Гангипельгинским. Вот такие здесь названия. И под гору недоступно. Вот оно, Перевальное озеро. Там последний взлет, и пойду на спуск. А пока все так же аккуратно скачу по камушкам. Здесь они не везде слежавшиеся. Острые качаются. Надо идти очень аккуратно. Это главное правило. Вот я поднялась даже чуть выше перевала. Вот такой здесь совсем пологий. А здесь ручей, который уже впадает в Гангипельгинские озера. Туда мой путь. Я спустился с отметки примерно 1200 метров, ну чуть ниже, чем 1200, 1150, наверное. Ну как же холодно там было, а сейчас вот приближаюсь к отметке 80 метров, и вот 800 метров появляется первая зеленочка, первые кустарнички, и заметно теплее становится. Просто красота. А то руки так мерзнут, там мерзли, что жалела, что перчатки не достала. Вот она, жизнь, травка, как я по тебе соскучилась. Ой. Ой. Вот там показался вот этот гребень горы недоступной. Высокая вершина. На 100 метров всего ниже самой высокой точки Чукотки. А самая высокая гора Чанталь — это 1887 примерно метров. А вот это другая вершина. Кытепкай. А там в долине внизу лежат Гангипельгинские озера. Вот она, гора недоступная. 1794 метра. Гора необычная для Чукотки. Это не осыпная вершина, а скалистый гребень, сложенный базальтами. Так называемая столбчатая отдельность. Основную вершину не видно, она чуть дальше. К ней идет скальный гребень. Оттуда я пришла. Вечером ветер почти стих. Красивый закат. Гора, которая меня ждет завтра. И вниз долина ручья. По стоянке, как заправский чукча, хожу в торбасах самодельных. Я в них в болотниках хожу, и вот на стоянке. Палаточка завалена надежно, ветер не сдует. С утра я начинаю подъем вот по этому пологому гребешку, а там посмотрим. Погода отличная. Моя палаточка осталась в долинке. Вон она. Какие кубики откалываются! О! Взяла с собой и еду, и теплые одежды. Такая жара, что, похоже, будет больше проблем с водой.
Где снежники еще не растаяли, из-под них вытекают ручьи. А вот там, на гребне, я вот пойду все-таки вот этим правым. И на вершине там воды, похоже, не будет. А ничего, жара это лучше, чем ветер и дождь. Одолела крутой перегиб склона. Но так-то где-то 30-35 градусов. Но иногда были крутые участки, камни иногда живые. Немножко страшно, я их проверяю, чтобы не шатались. И вот осталось уже, здесь уже более пологий этот отрог. И вот уже виден гребень. Вот он рядом. А там как пойду, еще не знаю. Столбчатая отдельность базальтовая. Монолит, но все равно отслаивается местами. Ну вот я на подступах к скальному гребню, по нему до вершины идти еще около километра. Посмотрим, что там будет. А тут даже вон самолеты летают. Вот это перышки торчат. Скалы надежные. Ну вот я и попала на скальную стеночку. Ну попробую вот здесь сейчас как-нибудь в обход. Не знаю, что получится. Лезу по гигантским каменным ступеням. Правильный ли это путь подъема, не знаю. Пока лезу. Вдоль скал нормально. Что там на гребне будет? Будет ли проход дальше? Непонятно. Ну что сказать, фигуры тут на гребне красивые. Прям обалдеть. Может, я уже на гребне? Я посмотрю. О, похоже. Похоже. Вылезла. Значит, я эту скальную стенку облезла. Ну, а здесь поуже гребень. Здесь можно идти. Сейчас полезу дальше. О, ну чем? Не истуканы острова Пасхи. А? Красота. Что могу сказать? Худейте, товарищи, для прохождения узких и сложных участков гребня. Здесь такие щели есть. А дальше, о, нормально. Ну вот, здесь уже смотрится не так недоступно. Тут по ступенькам я пройду. Но вершина еще дальше, она где-то там. Гребень здесь сложен вот такими монолитами. Они надежные. В принципе, идешь, за них цепляешься. Нормально. Я на локальной вершинке. Такие перья торчат. Ну вот, наверное, вершина главная. Вот это, думаю. Не, а может и следующий, вот это может быть. А там разберусь. Вот она, столбчатая отдельность. Вот гребень, по которому я сейчас лезла. Да, но разве не циклопическая постройка? О, природа. Как? На что выдумщица. Да, по таким столбикам ходить страшно. Но вроде они крепкие. Я как-нибудь слезу. Да, ух, нифига, я забралась, а там, оказывается, такой отвес, что... Нет, там не полезу.
Хорошо, гребень можно обойти. Вон, сейчас там низом пройду. Эти ступеньки обойду скальные. Вот он, участочек гигантских ступеней, 4 метра высотой, которые я облезла. Вот здесь вот аккуратненько. Вполне можно. Траверсируя склон, каждый шаг, в принципе, не опасен в отдельности. Но как их много тут таких шагов. Вот добываю воду тут. Скалы сосульки. А другой воды нету. Снег только еще. Да, похоже, траверсом я выбрала не самый простой путь подъема. Но назад попробую спуститься. Вот на ручей этот. Вот она, вершина уже рядом. Ну, сейчас дойду потихонечку, аккуратно. Ну вот, мне все было страшно, что еще столько же все обратно возвращаться. А я уже 2,5 часа иду, не прошла никак. Но вот здесь нормальный путь спуска просматривается. И туда в ручей, обратно я здесь спущусь, надеюсь, благополучно и быстрее, и попроще. Да, даже не верится, что этот склон как-то преодолела, надо же. Все эти зубья нижних. Вот здесь тоже ступенечки. Ой. О, что открывается за гребнем. Я тут все никак не пойму, где же тут вершина. Может, это уже была. Да нет, вряд ли, наверное, все-таки еще там. Красота, Перевальные озера. О, похоже, в этот раз я вылезла уже почти к вершине. Вот он, правильная вершина, нужный гребень. Вон там турик виден. Все, теперь я дойду. Обалдеть! 4 часа, километр. Ну, я страху натерпелась. Скалолазание было ого-го. Так, а вот вниз. Вниз туда. Перевальные озера. Ой, какой вид. Обалдеть. Ну, надо же, залезла. Ну, еще не долезла, но сейчас залезу. Обалдеть. Фу. Вот он подход. Обалдеть. О, и туда дали. О. Вот, весь этот траверс всего этого гребня проделала. Кошмар. Вот он, простой путь подъема. Люди, если пойдете сюда, идите вверх по ручью почти до конца можно дойти здесь. На карте скалы были, я думал, здесь не пройти, оказывается, можно. Весь мир на ладони. Виды отсюда, да. Ой, там чего? Ой, ух, какие цирки. Ой, офигеть. Ну, повезло мне с погодой. Ветреную сюда трудно было бы. А вот где-то там долина Пиктемеля, откуда я пришла. А может, не прям с этого места, а где-то здесь. И дальше мой путь будет лежать верховья Пиктемеля. Вон в те высокие заснеженные горы. В исток 3 рек: Поливама, Пиктемеля и Киотапа. О, какие там еще круче ждут меня. Но после этих пиков, мне кажется, пиков Перьев горы недоступный, там мне будет уже не страшно. Ну, вот, искал записку, думал, нашла. Тут пакет, погрызанный мышами. Здесь должна была быть записка.
Группа Романенкова, они поднимались в 2007, по-моему, году. Команда «Созвездие». И Юра Копасев с ними поднимался. И еще поднимались ребята в 2015-м. Ирина Щеглова из Комсомольска-на-Амуре. Они писали, правда, неподробный отчет. Елки-палки. Ну ладно, я свою записочку оставлю. Итак, я нахожусь на вершине горы Недоступной. 1794 метра. Это одна из самых высоких гор Чукотки. Гора действительно для меня оказалась недоступной, потому что я думала, раз гора недоступная, значит, просто поручу тут не подняться. Поднималась траверсом с южного гребня километр. И этот путь оказался очень сложным. Так не надо подниматься. Здесь на самом деле можно подняться легче. Я сейчас буду спускаться этим путем просто к ручью. Ну кто же знал? Отчетов не было. Гора Недоступная покорила меня тем, что она недоступная, тем, что она красивая. У нее ее гребень сложен базальтовыми столбчатыми отдельностями, такими перьями, очень красивыми. И то, что это одна из высочайших вершин Чукотки. И действительно она находится в месте, которое трудно добраться. Я счастлива, что поднялась сюда. Спасибо. У горы несколько вершин. Я поднималась несколько раз, на гребень вылезала, снова спускалась, потому что прямо по нему идти, конечно, не везде было можно. Вот начинаю обзор с вида на север. Внизу видны красивые перевальные озера. Это уже северо-запад. На западе, там вдали, далеко-далеко, по левам впадает в Чаунскую губу. Гребень, по которому я поднималась с юга. Вдали долина Пиктемеля. А вот эта гора Омрият. А тоже достаточно высокая, там где снежник, 1700 с лишним метров тоже. Вот простой путь подъема и спуска. Я надеюсь, легко здесь спущусь. Вот снова север. Столбчатые отдельности во всей своей красе. Чуть по гребню прошла, а тут-то какой провал. Ой, какие озера. Обалдеть, красота какая. Вот она вершинка покорившей меня горы. Крутой участок спуска одолела. Дальше, надеюсь, будет попроще и спокойней. Вот это уже приток, который в мою долинку впадает, где моя палатка. Я спустилась! Вот он, гребень недоступный горы. А вот главная вершина, вот она. Вот это. Вот это. Вечернее освещение потрясающее.
Это все вид с моей стоянки. Вот туда я пойду завтра. А вот мой лагерь. И вот гора недоступная. Удивительно теплый вечер. Я еще даже не одеваю теплую одежду. Ветра нету. Давно такого не было. Вообще я не помню такого. Спокойно сижу, костер жгу. Медитирую. Всегда ставлю палатку торцом к ветру. Но когда ветер подворачивает, он как начинает прижимать. Хорошо, дождя нету. А то я бы сейчас уже тут промокла, пришлось бы переставлять. Да, ветра на Чукотке ого-го. Погода меняется резко. Ой. Вот он задувает. Ну вот, только я для зарядки переставила палатку по ветру, чтобы можно было позавтракать. И дождь зарядил. А ветер такой, что даже под тентом мне приходится накрывать пламя стеклотканью. Да, погодка резко поменялась. Хорошо, что у меня большой запас еды. Вон сгущенка. Благодаря заботливым старателям, гостившим меня. Да, нифига, не расслабишься. Ну что тут скажешь? Чукотский санаторий, жизнь в санатории продолжается. Дует сильный южный ветер, южак. По наблюдениям Олега Куваева, такой сильный ветер может продолжаться сутки, 3, 5, 7, 9, а то и 11. Так что мне еще здесь отдыхать и отдыхать. Вот на этом месте вчера была гора недоступная, а сегодня лишь подножие ее. Вот так вот. Ну вот, погода к вечеру разгулялась, я иду дальше. А чтобы палатка держалась при ветре сильном, приходится такие камни приваливать, что одной рукой не поднимешь. Иначе на сильных чукотских ветрах ее не удерживает. Вот моя полянка. И вот туда я сейчас пойду и встану на небольшом перевальчике, чтобы видеть сверху Гипельгинские озера в самой их красоте, в вечернем освещении. Вот здесь в долине тоже встречаются остатки, кусочки базальтовых столбчатых отдельностей. Вот такие камушки с горы недоступной. Или с этой, с ближайшей. Какой художник нарисовал здесь картинку этим желтым лишайником. А я шел себе по свету, я шел себе по свету, Да, этот подъем здорово помог мне. Теперь я справилась с неуверенностью. Теперь у меня победа. Вот, наконец, открывается вершина. Не верится, что я туда залезла. Вот она вершина. На втором плане. Еще в облачности.
открылось южное Гальгипельгинское озеро. Пельгин — это протока, озеро протока. Озеро лежит на высоте примерно 500 метров, а я сейчас где-то на 150 метров выше. Вот в такой красоте я живу. На дальних горках еще облачка, свежий снежок, немножко там где-то припорошило вершиночки. Прохладная ночь, ветерок, но ветер подстих. Солнышко не вышло, ну, пойду в такую погоду. Мой путь до Пиктемеля километров 12, и там километров 15-17 до начала моего кольцевого маршрута. Вот это да! Первый раз попадаю здесь на Чукотке в полосу склонника. Приозерная такая небольшая полоска. Ну, прям лес. В рост человека. Вот такие полосы крупных камней подходят. Это под ними ручейки. А так тундра мягкая, в основном под ногами. Ходит Умка. Ну что, до свидания, озеро Гальгипельгин. Вот она, бескрайняя чукотская тундра, оттаиваемая вечная мерзлота, кочки, заболоченности. Но среди всего этого можно находить более сухие участки и более-менее идти, продвигаться. Вон за той сопкой уже лежит река Пиктемель. Первые грибочки. О, подберезовички. Как же я вовремя поднялась на гору недоступную. Теперь там все уже в свежем снегу. Когда идешь среди ив, такие ароматы, я вам скажу, просто непередаваемые. Как будто ванилью пахнет. Очень вкусно. А вон вдали бочка. Бочки все время думаешь, о, медведь. Но это бочка. Вон она. Приметное тут местечко. На сухом крутом берегу. Камешек какой. Это приток реки Пиктемель. Вон уже сама река. Видно там. Да, я думала, погрязну в заболоченной тундре на берегах Пиктемеля, а здесь на высоких прирословых террасах такая замечательная горная тундра, такая дорога, такая красота, просто сказка. Идти одно удовольствие, замечательно. Там верховье Пиктемеля впереди. Вон там.
На тундровых ветрах печка работает отлично. Вентиляторы не нужны. Вот посреди такой каменистой тундры с маленькими редкими карликовыми березками можно вскипятить чаек. Долина Пиктемеля вниз по течению. Да, давно я мечтала побродить по таким тундровым просторам. Когда дали на десяток и больше километров. И видна дорога далеко вперед. О, какую вещь нашла. Это шест от яранги. Потеряли при перевозке, видимо. Такие жердины в тундре не встретишь. Их берегут, перевозят с собой. Потеряли. Вот дырочка. Привязывать. Вот оно, то самое место, где 20 лет назад я встретила людей впервые за 21 день, когда шла от Тихого океана к Северному Ледовитому. И когда сюда пришла, у меня, вернее, начала сплав по Пиктемелю, у меня осталось 1 килограмм продуктов на 300 километров сплава. И я была очень голодна. И здесь я увидела людей. Яранги. Меня здесь накормили, уложили спать по теплым пологам. И еще с собой дали в дорогу мясо. Сейчас стоянка пустует. Это на притоке Нижний Умкуреннет. Было очень холодно. Ночью был мороз, и под пологом мне было спать очень уютно. Вот эти камни удерживают покрышку яранги, чтобы ее не сносил ветер. Ну, так же, как и моя палатка крепится. Вот еще здесь яранга стояла. Вот я подхожу к кольцевой заключительной части своего кольцевого маршрута на 90 километров примерно, с восхождением на гору недоступную. Вот он, Пиктемель, уже совсем близко к нему подошла. И вот там вдали моя заброска на дереве. Я сейчас уже посмотрела в бинокль и увидела красный гермешок. Был волнительный момент, конечно. Но вот, заброска цела. Все на месте. Слава богу, можно продолжать маршрут. Какой красивый закат. Однако часто после таких марсианских видов погода портится. Так случилось и сейчас. И весь следующий день я отдыхала в лагере, пережидая непогоду, облачность, ветер и дождь. Итак, вот мне подняться в те верховья Пиктемеля, перевалить через 3 перевала, выйти на реку Телякей и сплавиться по ней 200 километров до реки Амгуэмы. Там уже будет дорога, ну или, по крайней мере, можно будет как-то добраться до поселка Амгуэма. Мой кольцевой маршрут начался вот из этого места, где река Гаталкыль впадает в
в Пиктемель. Здесь меня высадили старатели. Дальше я поднималась по ручью Катапкай, переваливала на озеро Инныгытгын, Звериное. Вот здесь вот перевал к речке, которая течет под гору Недоступной. И вот отсюда я делала на нее восхождение, в принципе, вот с юга. А правильней, конечно, заходить по ручью до самого конца и заходить как бы с запада. Вот, затем вышла на Гыдгипельгинские озера. Вот они. Вот они, Гыдгипельгинские озера. И вдоль них и вдоль реки Пиктемель вернулась обратно в точку, откуда и начала маршрут.